В это утро Петр Петрович волновался, как мальчишка, и сам не понимал, почему. Ему уже 81 год. Жизнь удалась. Мировая слава ученого, авторитет крупного общественного деятеля сопутствуют ему. Коллеги шутят. Слова «Императорское географическое общество» и «Семенов-Тяньшанский» почти синонимы. Сам премьер-министр Столыпин называет его почтенным старцем, к мнению которого прислушивается Государственный совет. Прислушаются ли сегодня? Вот в чем вопрос. Сегодня Петру Петровичу предстояло защищать в Государственном совете проект Амурской железной дороги. Дело для России наиважнейшее, а единства мнений у властей нет. Семенов, как всегда, говорит убежденно, приводит неоспоримые аргументы. Еще несколько минут, и он как победитель сойдет с трибуны. На следующий день все петербургские газеты сообщили о происшествии в Государственном совете. В состоянии Петра Петровича Семенова-Тяньшанского наступило ухудшение. Парализована левая сторона. Все члены Государственного совета выражают искреннее сожаление, что тяжелый недуг лишает их сотрудничества с одним из просвещеннейших людей нашего времени. Жизнь моя вошла в свою колею. Каждый день я пишу свои записки, воспроизводя по своим старым выцветшим дневникам подневно свое тяньшанское путешествие, которого каждое событие восстает передо мной со всеми впечатлениями, как если бы это произошло вчера. Удивительная вещь человеческая память. Число уголков, в которых хранятся воспоминания прошлого, неисчислимо. И если человек сберег еще ключ к этим уголкам, то, кажется, ничего потеряться не может. И из открытых этим ключом уголков выходят живые, свежие образы. После майского происшествия в Государственном совете мало кто верил, что Семенов-Тяньшанский сумеет вернуться в строй. Но так мог думать только тот, кто плохо знал Петра Петровича, человека, который даже про усталость говорил, что это дурная привычка. Разве мог он на полпути бросить дело, которое сам и затеял? Идея строительства собственного дома для Императорского русского географического общества возникла у него еще в 1901 году. Однако осуществить задуманное оказалось очень сложно. Никто и не пытался замахиваться на такую сверхзадачу, кроме Петра Петровича Семенова. Он счел, что достойным результатом его более чем полувековой деятельности в обществе как раз может стать создание для общества своего гнезда, своей штаб-квартиры. Сам Петр Петрович в шутку говорил, что общество построило себе дом из ничего, подобно тому, как Бог сотворил свой мир тоже из ничего. Ему фантастически удалось разрешить вопросы финансирования, убедить Министерство финансов выделить тот капитал, который считался неприкосновенным, и на проценты, с которого общество жило. Почти 4 года ушло на поиск земельного участка в центре Петербурга. Он был приобретен в Демидовом переулке, недалеко от Исаакиевской площади. Проект дома, заказанный архитектору Гавриилу Барановскому, потребовал личного утверждения императора Николая II, так как противоречил правилам. Высота здания превышала ширину улицы. Наконец, 23 октября 1907 года
Петр Петрович Семенов-Теньшанский лично заложил первый камень в основании будущего здания. И вот сегодня, в канун нового 1909 года, состоится его торжественное освящение. Для всего просвещенного Петербурга это настоящий праздник. Еще утром Петр Петрович получил поздравительную телеграмму от премьер-министра Петра Столыпина. Семенову нравилось новое здание, в котором есть все для работы и хранения обширных материалов общества. Ему хотелось, чтобы оно на долгие годы стало настоящим домом для всех тех, кто любит географию, где будет та семейная творческая атмосфера, которой так не хватало ему самому в детстве и юности. Петя Семенов родился третьим ребенком в старинной дворянской просвещенной и очень счастливой семье. Дом, то, что называется, полная чаша. И большая, по-настоящему такая хорошая патриархальная семья. А центром всего был, конечно же, Петр Николаевич, молодой барин, герой Бородина, поэт, драматург, душа компании. Пете было всего 5 лет, когда его обожаемого отца не стало. Распад семьи начался именно вот со смерти Петра Николаевича. Мать от горя, от потрясения сошла с ума. Понемножку она растеряла все знакомства. Старший сын был в лицее, дочь была отдана в Екатерининский институт в Петербурге, а Петр Петрович, он жил с матерью один в имении. Тяжелее и страшнее всего были для меня ночи. Хотя я удалялся в свою комнату, но спал не раздеваясь. Мать страдала бессонницей, и тут ее галлюцинации страшно увеличивались, приводили ее в состояние полного душевного расстройства. Сюда приглашали гувернеров, учителей, сиделок к матушке за хорошие деньги. Больше 3 месяцев никто не смог выдержать. А Петя так прожил несколько лет. Управляющий подал прошение об увольнении, и уже вот в 10 лет мальчик становится хозяином. Хозяином не просто в доме здесь, но и в имении. Все дворовые исполняли беспрекословно мои распоряжения, а сами обращались ко мне только тогда, когда нуждались в моем заступничестве, помощи или разрешении своих сомнений. Я хорошо осознавал, где я начинаюсь и где кончаюсь, и вмешивался непосредственно только там, где считал, что мое вмешательство может принести несомненную пользу. Лишь в 14-летнем возрасте Петр был, наконец, отправлен в Петербург. Всего год систематических занятий позволил ему блестяще сдать экзамены в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Школа была закончена с отличием. Однако военная карьера не привлекала юношу. Он хочет заниматься наукой. Глядя на молодых людей, мечтающих о путешествиях и открытиях, Петр Петрович невольно вспоминал, как он сам впервые переступил порог Русского географического общества. Обществу всего 4 года, и оно располагается на набережной реки Мойки в доме Пущина на съемной квартире. Семенову 22.
Он только что закончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета по отделению естественных наук. Он уверен, что наука о землеведении может изменить судьбу России. Императорское географическое общество представляется ему центром, в котором он сможет найти решение волнующих проблем. География для Петра Петровича, наверное, началась в детском возрасте. Здесь, в библиотеке Петра Николаевича, было огромное количество атласов и карт географических, в основном на французском языке. И путешествие по этим картам для маленького Пети было одним из самых излюбленных занятий. Предоставленный сам себе, без пригляда взрослых, вскоре Петя отправился в путешествия вполне реальные. Сначала это были его вылазки просто за пределы дома, через слуховое окно на крышу, где он любил смотреть на гладь реки Ранове, на закат на Ранове. А потом уже это окрестности усадьбы, чуть дальше. То есть проявлялся уже интерес исследователя, интерес путешественника. А что дальше? Что за пределами усадьбы? За пределами усадебного парка был овраг Точилка. Очень интересный овраг и в геологическом, и в ботаническом плане. Он исследовал этот овраг. Дальше местные жители говорят, крестьяне говорят о том, что вот есть такой овраг Зеркалы, он далеко, и вот в весеннюю распутицу за 5 километров в такую даль один маленький мальчик отправляется для того, чтобы посмотреть, как водопады с обрывов этого оврага падают на дно. Манили меня к себе крутые скалы, обрывы глубоких ложбин и оврагов. Мне казалось, что я открыл на окраине нашего поместья местность, никем не виданную и никому недоступную. Вот те самые ландшафтные впечатления, которые получил маленький Петя в своих походах в Зеркало, это, наверное, вот отправная точка Петра Петровича Семенова как путешественника и исследователя. Первым поручением, которое дал Петру Семенову вице-председатель географического общества, знаменитый мореплаватель Федор Литке, было задание разобрать и систематизировать обширную и быстро растущую библиотеку общества. Каждое издание здесь было как дверь в неизведанное. Для Петра это была не работа, а настоящее счастье, ведь именно книги с детства были его главными друзьями. Действительно, его друзья – это книги. Когда он один оставался, он брал книгу с полки и, видимо, одну за одной перечитывал. Сначала, конечно же, на русском языке, затем перешел на иностранную литературу. Французские книги быстро закончились, тогда пришлось браться за неизвестные языки, хотя на немецком он разговаривал, но читать не читал. И можно себе представить, молодой человек, который взял Гёте, рядышком словарь, слово в словарь, слово в словарь. И вот таким нехитрым способом он освоил немецкий язык, перечитал все немецкие книги, а потом, по аналогии, уже взялся за английский. И впоследствии, конечно же, для него, как исследователя и переводчика, это было очень важно, когда поручили ему перевод труда Карла Риттера «Землевидение Азии», действительно, видимо, понимая о том, что Петр Петрович владел немецким языком практически в совершенстве. Ну вот это оттуда, из детства. С чего началась карьера Семенова-Тиньшанского в русском географическом обществе? Прежде всего, с очень удачного перевода Карла Риттера «Землеведение Азии» на русский язык. Первый том вызвал в те годы общественный резонанс. Летом 1850 года Петр Семенов приезжает из Петербурга в родные места. Каждый день он работает над переводом «Землеведения» Карла Риттера и экскурсирует по окрестностям, собирая материал для своей магистерской диссертации по ботанике. В одно из таких путешествий совершенно случайно, потому как оказался на территории чужой усадьбы, не мог не засвидетельствовать свое почтение новым соседям. И таким образом вот увидел
юную Веру Чулкову. Когда ей было 17 лет, он провел, значит, там целое лето, ездил к ней в гости и не объяснился с ней. Значит, и на следующий год только он вдруг как-то ему удалось понять, что и она к нему неравнодушна. Это был брак по любви, и для него Вера, первый его период жизни, была действительно своеобразной путевой звездой. О том, что произошло дальше и как это повлияло на всю его дальнейшую жизнь, Петр Петрович рассказал в письме своей дочери Ольге. Это действительно письмо такое обжигающее. Та его жизненная история, которая, может быть, не была очевидна из биографических текстов и из его собственных записок. Для меня это было откровение. Ольга Петровна пишет Петру Петровичу письмо после того, как у нее произошла очередная личная трагедия. Вместо того, чтобы говорить банальное судоутешение, вместо этого он рассказывает свою собственную историю драматическую. Мне было всего 24 года, когда мне удалось свить себе гнездо чистой любви и полного счастья. Но недолго оно продолжалось. Той, которую я так беззаветно любил, не стало. Я чувствовал, что схожу с ума. Может быть, и малодушно, но я жаждал смерти. Никому, как мне казалось, моя жизнь не нужна, и я решил посвятить ее тяжелым подвигам, требовавшим отваги и самоотвержения. Первое стремление, которое во мне созрело, это было проникнуть вглубь Азии, в заветную страну, куда не проникал ни один путешественник, быть там пионером науки, проложить и облегчить впоследствии путь туда другим. Петр Семенов уехал в Европу, поступил в Берлинский университет. Хорошо знакомый с биологическими науками, он задается целью усовершенствоваться в цикле наук геологических и географических. Он посещает лекции самого Карла Риттера. Он пишет письмо величайшему ученому-путешественнику современности Александру Гумбольдту, и тот приглашает Семенова в гости, чтобы обсудить задачи путешествия в Азию. Он даже просит Петра Петровича привезти ему несколько образцов обломков скал небесных гор Тяньшань, которые Гумбольдт считает вулканическими. В библиотеке Русского географического общества стоят бюсты почетных членов общества Александра Гумбольдта и Карла Риттера на равных, потому что оба этих человека заложили основы современной теории географической науки. А проводником этой теории в России оказался Петр Петрович Семенов. Вернувшись в Россию, Петр Семенов подает прошение в Совет Императорского географического общества о командировании его с экспедицией в Азию, собрать материал для дополнения к законченному им переводу второго тома «Землеведения» Карла Риттера. О Тяньшане он даже не упоминает. Между Россией и Британией шла борьба за влияние в регионе, и поэтому чиновники Министерства иностранных дел крайне осторожно и неохотно шли на поддержку любых научных инициатив в направлении гор Центральной и Внутренней Азии. От общества Петр Петрович просит только рекомендаций и небольшой субсидии в 1000 рублей. 1000 рублей хватило только на закупки необходимых приборов и снаряжения. А сама экспедиция проводилась полностью на средства Петра Петровича Семенова. В начале мая 1856 года 29-летний Петр Семенов покинул Петербург. Его научное путешествие началось с Алтайских гор и степей, знания о которых в современной географии были крайне скудными. Петр Петрович был авантюристом, по большому счету. Одному со слугой всего за 4000 километров куда-то поехать. Это было крайне рисковое предприятие. Места были неспокойные, времена крайне ненадежные. 2 сентября 1856 года Петр Семенов во главе отряда из 10 казаков и 2 проводников-киргизов выступил из укрепления Верное в сторону таинственного озера Иссык-Куль.
Петр Петрович учился 4 года в школе гвардейских подпрапорщиков и конных юнкеров. И уж в седле он держался, конечно, совершенно по-офицерски. Однако быстро выяснилось, что казачьи лошади непригодны для путешествий в горах. Пришлось обменять их на местных, киргизских, привычных к крутым горным склонам. Во время охоты на тигра отряд понес первые потери. Тигр цапнул одного из казаков, повредил ему руку. Второй казак подстрелил его. И Петру Петровичу потом выделали, значит, чучело и подарили эту шкуру. «9 сентября 1856 года с высокой сопки Петр Семенов впервые увидел озеро Иссык-Куль. Место, в котором мы вышли на озеро, вдавалось в него в виде полуострова, или лучше сказать косы, между устьями Тюпа и Джаргалана. Весь полуостров по песчаному грунту порос густо только одним кустарником – облепихой. Вода озера на вид была прекрасна по своей прозрачности и светло-голубому цвету, но она была солоновата и непригодна для питья. Однако приступить к детальному научному исследованию Иссык-Куля Семенову не удалось. В любой момент можно было ожидать нападения со стороны враждующих между собой киргизских племен. В условиях постепенного вхождения части из них в подданство Российской империи каждый непродуманный шаг со стороны русского отряда мог привести к непредсказуемым военно-политическим последствиям. Все это потребовало от Семенова не только личного мужества, но и незаурядных дипломатических способностей в переговорах с местными ханами. Его умение налаживать отношения с разными людьми, разными по характеру, по менталитету, по интеллекту, в общем, и у него это получалось везде практически и всегда. То есть это начиная, наверное, с того самого бытового уровня, когда он улаживал конфликты между крестьянами в детском возрасте, а впоследствии это здорово выразилось, конечно же, в его путешествии на Тянь-Шань, когда он смог примирить два враждующих племени. Это очень сложно, наверное, и в дипломатии это неслыханная удача, а для него это составило небольшую трудность. Насколько опасными были эти дипломатические визиты, Петр Петрович узнал спустя годы. Его немецкий друг, географ Адольф Шлагентвейт, пытавшийся одновременно с Семеновым покорить Тянь-Шань со стороны Китая, был казнен эмиром Кашгарии, а его голова сложена в страшную пирамиду. В мае 1857 года Петр Петрович возобновляет свои исследования в Тянь-Шане. На этот раз в путешествии его сопровождает учитель рисования Томской гимназии Павел Кошаров. Через перевал Санташ Семенов и его небольшой отряд попадают в Джаргаланскую долину. Вдоль подножия Терскей-Алатоу доходит до ущелья Джука. Урочище, по которому мы вышли на реку Зауку, называлось Кызылджар. Свое название «Красный Яр» оно получило от огромного обнажения довольно слабого красного песчаника, наполненного валунами и расположенного красивыми пластами. Я собирал горные породы на всем протяжении своего маршрута при всяком новом обнажении или перемене горной породы. Вопрос о том, нет ли в Тянь-Шане вулканических горных пород, стоял для меня на первом плане. Мне оставалось только тщательно разыскать, не найдется ли вулканических пород между бесчисленными валунами, увлекаемыми бурными речками с самых отдаленных вершин небесного хребта. Но их нигде не оказалось. Если Гумбольдт полагал, что горы Азии имеют вулканическое происхождение, то
именно Петру Петровичу Семенову удалось наглядно опровергнуть это мнение маститого ученого и дать мировому научному сообществу реальную картину строения центра азиатского материка. Решив главный вопрос, Семенов сосредоточился на решении других исследовательских задач. Особую радость ему доставляло изучение местной флоры, которая поражала разнообразием, причудливостью форм и необыкновенными красками. Ежедневно его ботаническую коллекцию пополняли десятки новых растений, собранных на разной высоте. А в путевом дневнике появлялись все новые сведения, которые еще предстояло осмыслить и систематизировать. Подход Гумбольдта, когда в ходе путешествия производятся многочисленные измерения, фиксации разных характеристик ландшафтов, сбор коллекций всех возможных компонентов природы. Вот этот подход для Семенова-Тяньшанского был очень органичен, и он существенно его усовершенствовал. Пройдя неизведанными путями, преодолев десятки километров горных перевалов, поднявшись по долинам рек Каркара и Кокджар, 26 июня 1857 года Петр Семенов первым среди европейцев увидел во всем великолепии самую высокую точку Тяньшаня – пик Хантенгри. Мы были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юг от нас возвышался самый величественный из когда-либо виденных мной горных хребтов. Он весь сверху донизу состоял из снежных исполинов, которых я мог насчитать не менее 30. Как раз посредине возвышалась белоснежная остроконечная пирамида, которая казалась превосходящей высоту остальных вершин вдвое. За 2 месяца непрерывного движения Семеновым были обследованы 23 горных перевала, множество ущелий, несколько ледников. Определены около полусотни высот. Петр Петрович первым увидел исток древнего Яксара – Сырдарьи. Отряд в разных местах выходил на берег Иссык-Куля, доказав, что озеро не имеет стоков. Были собраны свыше 300 образцов горных пород, более 1000 видов растений. Все это рассматривалось им во взаимосвязи, не просто набор разрозненных данных, а все это приведено в системное описание природы обширных пространств центра азиатского материка. Уже на обратной дороге в Барнаул Семенов начал составлять отчет в географическое общество. Семенов-Тяньшанский никогда не ограничивался просто лишь голой фиксацией факта нахождения чего бы то ни было, где бы то ни было. Для него было важно понять, а как можно развивать хозяйство на наблюдаемых территориях, как это может быть полезно для России и вообще как надо действовать на вновь присоединяемых землях. Несмотря на несомненный успех своего 2-летнего путешествия, Петр Семенов считал его лишь рекогносцировкой на местности и уже планировал новую, более масштабную экспедицию на Тяньшань. Но денег в обществе на тот момент не оказалось. И вот когда ему отказал Литке в финансировании второй экспедиции в Тяньшань, то он решил поучаствовать в том, о чем он думал уже много лет. Он же приехал в Тяньшань, совершенно оказался оторванным от общественной жизни практически на 2 года, и вдруг узнает о том, что вот идут разговоры об отмене крепостного права. Да, и вот он загорается. Это активная гражданская позиция. То есть человек понимал, что если не я, то кто? Он очень хорошо разбирался в этих крестьянских вопросах. Мало того, что он был членом-экспертом комиссии, он был еще и секретарем этих комиссий. То есть через него проходили все бумаги, которые поступали
в эту комиссию. Было столкновение разных мнений, разных партий, разных людей. Иногда это дело висело на волоске, и это было очень непросто это все было довести до конца. Это была очень сложная работа, и они занимались ей 2,5 года. И когда на склоне лет, Петру Петровичу было далеко за 80, его спрашивали, зная всю его историю, все его общественной, научной, государственной деятельности, какое все-таки дело своей жизни вы считаете самым главным? Он твердо, ни секунды не сомневаясь, говорил: «Мое участие в подготовке крестьянской реформы». Работал я 7 лет без устали, и оказалось, что цели мои были достигнуты с неимоверным успехом, что я утолил свое жгучее горе в этом море труда. Залечились раны моего сердца, и для меня воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Он сделал предложение руки и сердца Елизавете Андреевне Заболоцкой-Десятовской, дочери своего старого друга и единомышленника, которой едва исполнилось 18 лет. Петр Петрович очень ее любил, всегда очень нежно отзывался о своей Лизе. Несмотря на большую разницу в возрасте, их союз оказался на редкость счастливым. Семья быстро разрасталась, родилась дочь Ольга, а затем 6 сыновей. В доме воспитывался и сын Петра Петровича от первого брака Дмитрий. Воспитание заключалось в том, что их никогда ни к чему не принуждали. Они всегда делали все сами, потому что примером всегда был отец. Каждое лето вся дружная семья Семеновых выезжала из Петербурга в свое имение Гремячка. Они приезжали, они не только занимались вот праздным делом, они вот изучали все, и это была научная исследовательская лаборатория для Петра Петровича и его детей. Эти прогулки были, быть может, главным педагогическим приемом Петра Петровича. Именно они, да и вообще жизнь в Гремячке, открывали перед его детьми их призвание, помогали выбрать жизненные пути. Старшая дочь Ольга стала прекрасной художницей, ботаником и этнографом. С этих же прогулок началось увлечение Андрея энтомологией, а Вениамин, участвуя в них, обнаружил склонность к занятиям геологией и географией. Измаил, в будущем известный метеоролог, первую свою метеорологическую станцию построил на Гремячинском ключе при папиной помощи. Он своих идей никому не навязывал. Хотел энтомологом быть, пожалуйста, хотел географом, он его поддерживал. По этому поводу у него была хорошая поговорка: «Ни одна дорога ведет в Рим». У каждого своя. В начале 60-х Петр Петрович с головой ушел в новое для него дело – статистику. Он остро осознал необходимость объективизации данных о состоянии различных отраслей хозяйства и народонаселения Российской империи. Уже в 1863 году под редакцией Семенова из печати выходит первый том географо-статистического словаря Российской империи. Не имеющий аналогов в европейской науке того времени, пятитомный словарь, работе над которым Петр Петрович посвятит 20 лет, современники назовут Семеновским. Возглавив Центральный статистический комитет, Семенов ставит перед собой еще более амбициозную цель – проведение первой всеобщей переписи населения России. В масштабах страны задача наисложнейшая, практически неподъемная. Вся жизнь Семенова-Тиньшанского может быть представлена как череда сверхзадач, которые он ставил перед собой, и никогда не отступал в попытках добиться их разрешения. Семенову потребовалось почти 30 лет напряженной работы и незаурядной настойчивости терпения для того, чтобы его мечта, наконец, осуществилась.
28 января 1897 года перепись в России состоялась. С тех пор мы понимаем, что это необходимая методика для того, чтобы получать реперные точки для оценки перспектив развития нашей страны. Труды на благо российской статистики Петру Петровичу удавалось успешно совмещать с активной работой в географическом обществе, которое с 1862 года располагалось в доме 6-й гимназии на Фонтанке у Чернышова моста. В течение 13 лет Семенов возглавляет отделение физической географии, которое является центром жизни всего общества. Именно здесь готовится большая часть экспедиций. Подбор отдельных ключевых фигур путешественников-исследователей – все это было главной задачей и заслугой Петра Петровича Семенова-Тиньшанского. Он вовлек в деятельность общества Чекана-Валиханова, Пржевальского, Миклухма-Клая. Фактически он был главным специалистом по поиску голов. В январе 1873 года на общем собрании Императорского русского географического общества его вице-председатель адмирал Литке предложил кандидатуру Петра Семенова в качестве своего преемника. Это был идеальный выбор. На ближайшие 40 лет понятия «географическое общество» и Петр Петрович Семенов станут неразделимыми. Период, когда Семенов-Тиньшанский руководил Русским географическим обществом, безусловно, можно назвать золотым веком Русского географического общества. Мы видим беспрецедентное количество экспедиций, очень быстрое расширение отделений общества по всей стране, вовлечение членов общества в руководство государства Российской империи. На картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета» более половины присутствующих являлись действительными членами географического общества. Можно не сомневаться, что находящийся на этой картине в первых рядах Петр Петрович Семенов был, можно сказать, виновником того, что такое большое количество руководителей нашей страны были деятелями Русского географического общества. О годах становления общества, о его первых достижениях и победах, а главное, об отважных, удивительных людях Петр Петрович Семенов подробно рассказал в своем трехтомном труде «История полувековой деятельности Императорского русского географического общества». Сам Петр Петрович считал очень важным издание книг, популяризирующих достижения российской географии, написанных хоть и научным, но доступным обычному читателю языком. Так, по его инициативе появилась на свет роскошная, великолепно иллюстрированная 12-томная «Живописная Россия», ставшая настоящей энциклопедией для всех, кто интересовался географией, историей, жизнью народов, населяющих величайшее из государств. Позднее, уже в самом конце XIX – начале XX века, вместе с сыном Вениамином Семенов будет работать над первым русским 11-томным путеводителем «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества». Труд совершенно потрясающий, который не имеет аналогов даже в наше время. Мы с моей кузиной Натальей Владимировной как-то ездили по Крыму. Так вот, мы ехали, скажем, там вдоль южного берега Крыма, например, и читали одновременно описание конца XIX века Крыма. И, надо сказать, с поразительной точностью все совпадает. С какой тщательностью надо было это все собирать, этот весь материал, это, знаете, просто удивительно. Так что Россия может быть путеводителем до сих пор. Оглядываясь назад, Петр Петрович иногда и сам удивлялся, как много удалось ему написать, как немало сделать.
Он был, конечно, как теперь говорят современным языком, трудоголиком. То есть он действительно не мог, видимо, сидеть без дела. Он же сам говорил, что я не знаю, что такое тяжело, что такое трудно. Для меня все легко, потому что я меняю виды деятельности. Можно даже так сказать, что у него не было специальности, прошедшей через всю его жизнь. Географы считают, что он был географом. Статистики считают, что он был статистиком. Ботаники, безусловно, считают, что он был ботаником, поскольку его научное звание было магистра ботаники. Для окружающих давно уже стало очевидным, что в любом деле Семенов обязательно достигнет самых вершин. И главное, втянет на эти вершины всех, кому также интересно дело, которым он занимается. Наверное, именно поэтому Семенова так часто и так надолго избирали председателем многочисленных научных и общественных организаций. Русское энтомологическое общество, деятельности которого он отдаст четверть века, было лишь одним из них. Та комната, в которой мы сейчас сидим, это был его кабинет энтомологический, где он занимался коллекцией жуков. Жуками он стал заниматься под влиянием сына. Ходил по гремячке, имея в кармане такую стамеску. И этой стамеской, значит, какие-то пни нужно было раскрывать, отделять с корой, там находить этих самых жуков. Известен один факт, когда он вытащил эту стамеску в Царском Селе в ожидании высочайшей аудиенции. И все удивлялись, что-то Петр Петрович, значит, в мундире, при всех регалиях и орденах, а из кармана торчит стамеска. И в другом кармане банка с эфиром. И он, значит, пока ожидал встречи с каким-то высокопоставленным лицом, ходил по парку и искал вот этих самых жуков и пауков своих. Все получали поручение собирать этих жуков, где они только не увидят. Он даже своего камердинера научил, чтобы его не так-то просто, вот как правильно собирать жуков, чтобы им лапки не обломать. А девочки и мальчики, они уже знали, когда Петр Петрович приедет, в какое время, и они в это время ловили бабочек, жучков и приходили сюда к Петру Петровичу, в очередь выстраивались, и Петр Петрович у них принимал и смотрел, кому 5 копеек заплатить, кому 10, кому 15, в зависимости, какую ценность имело это. К концу жизни Петра Петровича коллекция жуков насчитывала 701 тысячу экземпляров. В 1915 году уникальное Семеновское собрание насекомых было передано в Зоологический музей Императорской академии наук и стало частью его коллекции. Была у Петра Петровича и еще одна коллекция, которая наполняла его жизнь ощущением счастья и иными красками. В начале 1860-х годов ученый-географ увлекся собирательством голландских картин. Первоначально он вообще хотел собирать любую живопись. Это частый путь коллекционеров. Но затем довольно быстро он определил область своих интересов в нидерландской живописи. И главным образом живописи XVII века, то, что мы называем золотым веком Нидерландов. Не обладая большими средствами, Петр Петрович мог себе позволить покупать только картины мастеров второго и третьего круга. Но это-то и была эпоха открытия этих маленьких художников. Как ученый, приученный уже к строгой систематизации, он постепенно пришел к выводу, что его коллекция должна быть построена на научных основах. Когда за 50 лет в результате этой деятельности была создана его коллекция, более 700 картин, то это была образцовая, я бы даже сказала, такая музейная коллекция. Эти вещи были им изучены досконально. Петр Петрович стал не только создателем научного каталога своей коллекции, но и автором первой в России искусствоведческой книги об истории нидерландского искусства. Многие коллекционеры обращались к нему как к эксперту голландской живописи.
Современники вспоминают, что всегда любезный Петр Петрович взбирался на приставной лестнице, чтобы достать из своего запасника какую-нибудь особо редкую картину. Собственно говоря, голландская живопись составляла такой фон жизни этого дома. И это все было, да, здесь. И на стенах висели картины. Картины висели с потолка до пола. И на дверях висели картины. Такой шпалерной развеской. Все до 4-го этажа дома было завершено этими самыми малыми голландцами. Весной 1910 года 83-летний Семенов обратился в императорский Эрмитаж с предложением купить его галерею за половинную стоимость. Охотно бы завещал коллекцию в Эрмитаж, если бы не считал несправедливым обездолить 5 сыновей и 13 внуков, которым кроме оной галереи не накопил обеспечивающего наследства. Целый год ушло на оценку, все-таки 700 картин и 3500 гравюр. Должен заметить, что 3500 гравюр он уступил даром, в том числе, кстати, гравюры Рембрандта. И вот то, что Эрмитаж изыскал средства, получив разрешение императора на приобретение этой коллекции, что удалось доказать, что это уникальная коллекция не потому, что там шедевры прославленных мастеров, а именно потому, что это огромное дополнение. Императорский Эрмитаж на какое-то время стал крупнейшим музеем голландской живописи в мире. Эта коллекция, вот она зародилась благодаря Семенову, и она продолжает дальше жить вот уже в 21 веке. Со стороны все последние годы и даже десятилетия жизнь Петра Петровича Семенова казалась спокойной, счастливой и гармоничной. Однако, как говорил он сам, чем шире круг любви, тем шире и круг страданий. Трагедия, которая тоже поразила семью, это смерть его младшего, очень талантливого сына Славы, который в 14 лет умер от костного туберкулеза. Как я пережил утрату моего милого сына, за которого так охотно готов был лечь в могилу, я не знаю. Пришлось опять топить свое горе и свою тоску по нем в занятиях, которые не дают мне времени страдать и тосковать. Он пишет, что никогда в жизни я так не работал, как после смерти Славы. Работа становится, в конце концов, источником преодоления всякого внутреннего горя и приводит человека как бы к такому состоянию внутреннего равновесия и счастья. Там же в этом письме у него расписано его отношение к любви. Любовь к жене – это одно, это требует взаимности, и это может быть разрушено противоположной стороной. Любовь к детям – это совсем особое чувство, не требующее взаимности. И третье – любовь к человечеству. Сила любви в моей душе нашла себе еще третье проявление. Проявление, которое было прямым последствием всех перенесенных мною жизненных бурь и страданий. Это любовь к человечеству и к людям, понимание их страданий, стремление облегчить эти страдания везде, где только это для меня возможно. Благотворительность давно уже стала неотъемлемой частью жизни Петра Петровича. О его человеколюбии ходили легенды. Ежедневно у дверей его кабинета выстраивалась очередь из людей, которым требовалась помощь. Было такое семейное благотворительное общество, которое называлось «Общество вспоможения бедным», без различия вероисповедания, в приходе Андреевского собора на Васильевском острову. Основателем этого общества тесть Петра Петровича, Андрей Парфенович Заблоцкий-Десятовский. И Петр Петрович после его смерти в 1882 году стал председателем этого благотворительного общества. И, конечно, вся семья принимала в этом участие. В июне 1905 года по личной просьбе императорской семьи Семенов возглавил главный Алексеевский комитет, который был учрежден в ознаменовании рождения цесаревича Алексея Николаевича. Первоначальной задачей комитета была забота о детях, чьи отцы погибли в войну с Японией. Но за годы, пока им руководил Петр Петрович, его функции значительно расширились.
И все это в связи с полнотой и разнообразием моей общественной деятельности создало вокруг меня такую атмосферу счастья, какая досталась в удел немногим. И приятно убеждение, что у нас на Руси еще много пользы и добра может совершить каждый без различия пола и возраста, кто только того пожелает. Каждый, кто только пожелает. Пожелает. Вот так. Поэтому я считаю, что в этом отношении он для России сделал духовно тоже очень много. В это было трудно поверить, но прошло ровно 60 лет, как Петр Петрович начал свой путь в Императорском русском географическом обществе. Его возраст, казалось, исчерпал все возможности дальнейшей плодотворной работы. Но это только казалось. Ни сам он, ни члены географического общества не представляли, что он может уйти на покой. Авторитет вице-председателя незыблем, популярность огромна, заслуги высоко оценены обществом и монархом. Петр Петрович награжден высшими степенями всех русских орденов, включая орден святого Андрея Первозванного и множеством иностранных знаков отличия. Императорское русское географическое общество учредило золотую и серебряную медали его имени. Указом правительствующему Сенату в ознаменовании 50-летнего юбилея экспедиции Петра Петровича на Тянь-Шань к фамилии Семенов была добавлена почетная приставка «Тяньшанский». И все-таки самую памятную награду он преподнес себе сам. Теперь, построив дом географии, свою обитель, Петр Петрович Семенов-Тяньшанский мог не сомневаться, что столько лет пестуемое им географическое общество, свободное и открытое для всех, кто проникнут любовью к родной земле и глубокой несокрушимой верой в будущность русского государства и русского народа корпорация, будет жить и служить России, пока существует она сама.